Друзья, привет! С вами Татьяна Виттори. Сегодня мы рассмотрим род существительных. Существительные в русском языке делятся на три рода. Мужской род, женский род, средний род. Род существительного часто определяется по последней букве слова. Часто, но не всегда. Женский род – она. Слова часто оканчиваются на букву А или букву Я. Книга, улица, стена, полка, вода, песня, весна, зима. Существительное среднего рода – оно. Слова часто оканчиваются на букву О или букву Е. Утро, яблоко, метро, море, кафе, сердце, пальто. Мужской род – он. Слова часто оканчиваются на согласную. Здесь нет А, Я, О, Е. Стол, музей, стадион, шкаф, диван, учебник. Запомните, слова, которые оканчиваются на мягкий знак, могут быть мужского и женского рода. Мужской род – день, словарь, апрель, учитель, гость. Женский род – тетрадь, жизнь, мать, дочь, ночь. Мужской род. Некоторые слова мужского рода могут оканчиваться на А, Я. Папа, дядя, юноша, дедушка, Саша, Паша, Дима, Петя. К среднему роду относятся 10 слов, оканчивающихся на мя. Имя, время, пламя, знамя, стремя, бремя, вымя, племя, семя, темя. Существительные мужского рода. Антон, Петр, Иван, кофе, папа, дядя, мужчина, дедушка, банк, стол, стул, музей, телефон, пес, кот. Существительные женского рода. Маша, Аня, Наташа, книга, ночь, проблема,
машина, семья, женщина, мама, сестра, дочь, бабушка, собака, кошка. Существительные среднего рода. Имя, время, солнце, окно, море, письмо, вино, озеро, поле, небо, лето, мыло, золото, сердце, животное. Внимание! Некоторые существительные мужского рода могут называть женщину по профессии. Врач, доктор, библиотекарь, адвокат, министр, директор, профессор, офицер, редактор, референт, сержант, консультант, эксперт, капитан, лектор, контролер, инженер, секретарь. Иван – врач. Ольга – врач. Антон – директор. Вера – директор. Виктор – офицер. Тамара – офицер.